Здравствуйте все, вы на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. У меня появилась очередная задумка поработать с джинсовой тканью. Вот эти темные джинсы я решила смиксовать вот с этой тканью. Ткань шелковая, это распоротая, надоевшая блузка, которая давно не носится. И вот эти темно-синие, почти черные полоски, они хорошо сочетаются по цвету с джинсовой тканью. Посмотрим, что у нас получится. Для основы я взяла куски плотной ткани и соединила их швом зигзаг. До нужного мне размера, размер у меня 42 на 40, очертила центральную линию. И вот я теперь просто прикидываю из того, что у меня вот пока сейчас под руками имеется, ничего еще не вырезала. Вот таким образом я, скорее всего, положу джинсовую полоску посередине и с боков, с двух сторон присоединю, допустим, вот эти тканью с горизонтальными полосками. Но я за кадром сейчас отошью и все вам покажу. Ну вот я отшила еще, не оснаравливала. Я взяла центральную полоску шириной 6 сантиметров и такие же по ширине полоски из блузочной ткани с горизонтальным рисунком. Вот эти промежуточные полоски у меня поуже, кажется, они 4 сантиметра. И дальше, видите, вертикальные полоски и уже до нужного размера произвольная ширина вот этих крайних джинсовых полос. Сейчас я это все осноровлю и вернусь к вам. Я осноровила эту деталь, и мне как-то не очень нравится вот эта строгость линий. Мне хочется ее чем-то разбавить, добавить что-нибудь легкомысленное, может быть. Я взяла вот эту свою стопку своих расшивок. Когда-то я показывала уже. Вот здесь кое-что прибавилось. Вот эти крупные, конечно, не подойдут. Вот есть такая деталька. Так, ну, что-нибудь добавить в середину изделия. Так. Ну вот, что-нибудь наподобие. Так, это... Так, вот. Так, ну посмотрим, что еще есть. Нет, конечно. Так, но это уже крупные детали. Так, но это все, конечно, крупные детали, они сюда не подойдут. Я, наверное, вот этим вот и воспользуюсь. Мне кажется, это здесь уместно. Смотрится как будто неплохо. Так, вот есть еще такая маленькая деталька. Но она совсем мелкая. Так. И вот из моих расшивок хочу показать вам вот эту свою картинку. Я в таком плане я делала уже сумочку вот с такой расшивкой. Видите, здесь целая картина получилась. Это строчки сашико или боро, как, в общем, кто как это называет. Сашико, по-моему, это более строгие линии, более четкие, а боро, ну, это вот расшиваешь как попало, как тебе удобно, как придется. Вот, ну, я, наверное, все же
Вот. Не знаю. На этом, наверное, остановлюсь. Она и по ширине сюда подходит. Так, ну, осталось прикинуть, в каком месте пришить вот эту планочку. Надо учесть, что что-то у нас пойдет на донышко. И где-то посередине будет располагаться вот эта планочка. Вот так вот. Решила пришить эту полоску стежками вперед иголка. В одном стиле с рисунком, чтобы было. Иногда в комментариях меня спрашивают, что значит слово «осноровить». Я сама тоже привыкала к нему, потому что мне делали в комментариях замечания, что выражаюсь непрофессионально, но я-то ведь не профессионал. А теперь уже к нему привыкла. Это слово значит, что изделие надо подготовить к дальнейшей работе, выровнять края, обрезать по нужному размеру. Ну и теперь это слово меня абсолютно не напрягает. Ну вот я закончила, но как-то мне не очень нравится. Этот шов по контуру как будто внес суету стежков. Вот так бывает визуальный шум. Как будто орнамент потерялся. Я не поленюсь, я уберу этот шов. Я удалила нить, которой была пристрочена по контуру вот эта планка. И полоску с рисунком пристрочила на машинке. Нитку я взяла в тон ткани, чтобы не выделялась. И вот сразу орнамент стал внятным, он выделился. На мой взгляд, стал приятнее для восприятия. Смягчил как бы вот эти контрастные четкие полоски. А как на ваш взгляд? Мы же все по-разному это воспринимаем. На мой взгляд, стало лучше. Задняя сторона состоит из 3 частей, без основы. На него я пришила отпоротый от джинсов карман. На карман пришила кусочек отделочной ткани и пристрочила по намеченным линиям, которые здесь были. Вот такой получился вместительный карман. И теперь я соединю заднюю и верхнюю детали. На состроченных деталях на углах к проложенным швам я прикладываю квадратик со сторонами 3,5 на 3,5 и обвожу мелком. И то же самое со вторым уголком. Очерченные квадратики вырезаю. Срезы совмещаю и сшиваю. Ну вот я прошила, вывернула, оформила уголки. И вот при таком размере шаблона 3,5 на 3,5 у нас получается донышко шириной вот 9,5 сантиметров. К этой сумке я сшила вот такие ручки с отделочной тканью. Как я шью такие ручки, у меня есть видео. Хотя я каждый раз делаю, но не всегда я их шью одинаково. Эти ручки из утепленной джинсы. В описании под видео я оставлю ссылку на то, как я их изготавливаю. Так, ну а сейчас пришиваем ручки к наружным деталям сумки. Всегда немножко выдвигаю для того, чтобы вот этот запас, который выходит выше среза, и он еще раз попадет в шов от строчки. С задней стороны я ориентируюсь на ручки. С лицевой стороны
Пристрочу на машинке, закреплю. Закрепила ручки машинной строчкой. Такого же размера, как и верхние детали, я сшила подкладку. Из подкладочной ткани сделала вот такую стеганую деталь для кармана. Ну, карман такой, чтобы можно было или кошелек положить, или телефон. Можно и то, и другое, он достаточно широкий. И теперь я ее выворачиваю, эту подкладку. В боковом шве я оставила отверстие для выворачивания. Вставляю верхнюю деталь в подкладку лицом к лицу. Вкладываю таким образом, чтобы карман на подкладке приходился на заднюю часть, на заднюю сторону сумки. Совмещаю боковые швы. Соединяю детали по верхнему краю. Вот так выглядит после того, как я соединила. Видите, да, вот ручки немного выглядывают. И сейчас я выворачиваю через это отверстие. Его называют еще техническим. Так, и вот теперь можно зашить это отверстие. Ну, чаще всего я зашиваю его вручную. Зашила. Дальше я скалываю по верхнему краю, таким образом, чтобы изнанка не выглядывала, таким вот перекатом, и сделаю отстрочку. И вот сделала я отстрочку. Ширина отстрочки на ширину лапки от края. Какая-то ниточка вылезла. Так она выглядит с лица. Хорошая получилась сумочка. Удобный карман. Достаточно глубокий и достаточно вместительный. Я обычно делаю по 2 кармашка. Вот такой карман очень даже удобный. Очередная сумка-шопер. Люблю я шить шоперы. Они у меня все разные, не повторяются. Мне кажется, что без этой центральной детали сумка не была бы такой интересной. Конечно, у каждого свое восприятие. Напишите, мне очень интересно узнать ваше мнение. Надеюсь, видео было в чем-то вам полезным. Если это так, поставьте лайк. Если вы не подписаны еще, подписывайтесь. А я желаю вам всего самого доброго и прощаюсь с вами. До скорой встречи.